Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня в каком-то смысле абсолютно бесполезный обзор на телефон Huawei P50 Pro. И почему он бесполезный? Потому что смарт стоит далеко за 100 тысяч рублей, это раз, а это не iPhone 13 Pro. У смартфона нет гипсов, у него вылетают игры, тротлинг-тесты он в прямом смысле проваливает, и сказать, что он пушинка, тоже не сказать. Это с одной стороны. С другой стороны, это единственный смарт, который на моей памяти мог снимать нон-стопом больше 2 часов в 4К 60 FPS. То есть, проще говоря, вы одним кадром можете фильм на него снять. Это раз. Два, помимо этого, к нему легко подключается микрофон Rode. Вход на обзор сейчас я пишу именно на Huawei P50 Pro. Единственная разница в том, что на данный момент аудио пишется с родовского микрофона. В ролике, разумеется, будет море примеров того, как работает камера. А если вам будет интересен этот смарт, и это будет больше, не знаю, 2000 лайков у этого обзора, я сделаю еще расширенный обзор с возможностями его камер. Они и правда волшебны, и я реально согласен с DxOMark, что лучшее фото здесь. По видео, да, по их мнению, он конкурирует с Mi 11 Ultra. Но если сравнивать Harmony OS и MIUI, серьезно, вы выберете MIUI? Ну, наверное, да. Я тоже выберу, потому что там гапсы есть. Беспроводная зарядка на 50 Вт. Основная зарядка на 66 Вт. Очень сложно купить эти зарядки. По поводу всего остального, телефон сам по себе продается только на данный момент на Алиэкспрессе. Русский сразу в стоке, и смарт достойный для любителей, фанатов и странных людей. Почему странных? Потому что если вы работаете рядом с офисом Huawei, обратите внимание, с какими именно смартфонами они ходят. Надеюсь, вы не станете этого проверять. Ну и всем бонус перед входом. Сразу. Huawei P50 Pro, я знаю, что заявлено IP68. Если он умер во время данного теста, вы узнаете об этом в течение ролика. Как там правильно говорится, гидроудар не подразумевается, когда мы говорим о том, что IP68. Так что то, что я сейчас делаю, вам делать нельзя ни в коем случае. Но пока он не умер. Подождем, вы узнаете. 971 на YouTube. Всем привет, вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Ежедневно выходят ролики на канале. Конкурсов под конец месяца всегда много, все условия в описании. И сегодня я расскажу вам о смартфоне Huawei P50 Pro. Полетели. На руках у меня хоть и китайская версия телефона. Русский язык, разумеется, вшит. Работает смарт на процессоре Kirin 9000. К концу года все это дело выйдет вроде бы на Snap 3 восьмерках. И глобальное тоже, скорее всего, будет на Snap. В то же время все на русском языке. Сразу, без всяких проблем, выбирается локация России, все работает. Советую ли я его к покупке или нет, озвучу, как всегда, в самом конце. Итак, распаковка. Коробка очень компактная, и вы через 30 секунд поймете почему. Картон плотный, оформление приятное со спеками на китайском языке. В комплект входит смартфон, скрепка, защитная пленка, руководство пользователя и хорошего качества чехол, но дешевенький все равно. Прозрачный. Нет блока, нет кабеля, и зарядку не купить в Российской Федерации на данный момент вообще. Но от OnePlus работает быстрая, хоть она и не такая быстрая, как у Realme, совсем не такая. В разы медленнее. Неприятного сильного запаха в коробке, к счастью, я не обнаружил. Летим дальше. Поставляется данный девайс в 5 цветах: черное золото, золотой, белый, розовый и рябь облака волны. Размер составляет 158 мм на 72 мм и 10 мм в ширину вместе с камерами. 8,9 мм без блока камер, а весит устройство 195 граммов. К слову, у версии P50 без приставки Pro цветов всего 3. Рамки алюминиевые, глянцевые, тыльная часть из стекла и керамики. Дизайн ни на кого не похож, и в этом его принципиальный плюс. В руке держать комфортно, как и в целом пользоваться. На корпусе расположена кнопка питания, качель для регулировки громкости, ничего не люфтит, разъем для зарядки USB версии 3.1, к слову, 25 гигабайт на компьютер по кабелю он скидывает за 11 минут. Микрофоны, динамики, основной разговорный, звук здесь стерео, и последний слот либо на 2 сим-карты физические, либо на одну сим-карту и NM-карт. Это такая вот хуавеевская карта памяти. По звуку все сейчас топово, но середина до обновы была обрезана. После стало все практически идеально. Для смартфона, во всяком случае. Заявлена защита от пыли и влаги IP68, поэтому салазки прорезинены. Но, напоминаю, от гидроудара защиты нет. То есть то, что я делал в начале ролика, и тот тест, который вы видели,
не стоит проводить. По итогу аппарат жив и работает, как и прежде. Звук смартфон пишет топово, так как на верхней части целых 2 микрофона. При этом тут нет разъема под мини-джек, но есть ИК-порт. Оснащен P50 Pro дисплеем на 6,6 дюйма OLED с разрешением Full HD+. Притом оно здесь странненькое, 2700 точек на 1228. Нестандартное. Разрешение экрана можно выбирать в настройках: умное, высокое и низкое. У меня выбрано умное, но от этого оно не стало стандартным. Экран здесь водопад, и он только в Pro-версии. В обычной версии он прямой. Дисплей настроен в теплые тона. Все настроить можно, разумеется, под себя. Плотность пикселей 540 dpi или космический 450 ppi. Пиковая яркость 639 люксов или 1300 нит. Данная информация везде разнится, но по моим ощущениям на солнце мне лично не совсем хватает яркости, если не в режиме автояркость. В режиме автояркость проблем нет вообще никаких. Частота обновления экрана 120 Гц с возможностью выбора. Динамическая, высокая и стандартная. Тач на 300 Гц, и работает он очень шустро. DC-диминг завезли. Шим при включенном DC-диминге на 100% яркости 3,9%, на 55,1%, на минималке 15%, на нуле 12%. Вот учитесь, как делать DC-диминг, Xiaomi и остальные. Автояркость реагирует на смену освещения быстро, но не всегда качественно подстраивается. Под разными углами тон картинки бросает в теплый оттенок, если быть точнее, то в желтый. Always on Display в наличии, мультитач берет все 10 пальцев. Для пробуждения можно использовать двойной тап. Разблокировать экран можно при помощи отпечатка пальца, внедренного в экран и с помощью распознавания лица. Но в данном случае, к сожалению, нет 3D Face ID. Сканер отпечатка пальцев работает отлично и по расположению слегка смещен ниже, чем стандартное и привычное всем расположение сканера. Также в экран внедрена фронтальная камера. По размерам маленькая, но находится по центру, разумеется. Более выгодно она бы смотрелась, если бы была смещена к краю. Подбородок внизу минимального размера. Процессор, как я уже сказал, тут Kirin 9000 с техпроцессом 5 нанометров и 8 ядрами. Ничего нового, он уже стоял в предыдущих моделях, притом практически год, как его выпустили. Максимальная частота 3,1 ГГц, графический процессор Mali G78MP24, операционная система HarmonyOS 2.0. Мне лично прошивка оболочка нравится. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор либо 8, либо 12 гигабайт. Внутренняя память быстрая UFS 3 версии и на выбор 128, 256 и 512 гигабайт. Я купил себе версию на 512 гигабайт. Расширить память SD-карточкой можно, но только карты от Huawei, они не дешевые. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 версии, нет 5G, что для нас с вами не плачевно, а даже плюс, чтобы не переплачивать за это дело. В отличие от остальной целевой аудитории, где уже активно юзают эти сети. Тест Wi-Fi прошел он отлично, качество связи супер, бенды 7 и 20 есть. Кстати, если в настройках полазить, то можно наткнуться на интересную вещь, как отображение скорости сети, что правда круто. Не во всех оболочках это есть. Разумеется, можно также включать отображение заряда аккумулятора батареи в процентах. Вибра хорошая, но с минимальными настройками на оповещениях. Может быть, потом допилит с прошивкой. Bluetooth версии 5.2, NFC есть, GPA не работает. GPS-модуль очень быстро и очень точно отрабатывает 1 метр точности на улице, из окна квартиры точность 3-4 метра, что очень круто. Емкость аккумулятора 4360 мАч. Результаты PC-марка вы видите на экране. У меня в обычном использовании прожил смарт целые сутки, осталось еще 11%. Также выжил он после 2 часов при съемке в 4К. Вы пример того, как я его тестировал, можете посмотреть на прожарке, которая была на канале для стримов. Она шла 3 часа, и в моих планах еще сделать расширенный ролик тест камеры на 2 с лишним часа, сколько он сможет выдержать и как он будет все эти 2 часа непрерывно снимать, обязательно сниму и выложу на канал для стримов. Разряд за 11 часов при включенном всем, и Wi-Fi, и GPS, и всем остальном 3%. То есть за ночь, за то время, что я его не трогал ночью, он разрядился всего на 3%, что очень круто. Беспроводная зарядка, разумеется, на борту. Заряжается от 0 до сотки от зарядки в 65 Вт за 1 час 10 минут. Полный цикл зарядки по воздуху при использовании их беспроводной зарядки 50 Вт 1,5 часа. Самое интересное, что сам смарт можно использовать как беспроводную зарядку. Достаточно просто активировать функцию в настройках, и любой девайс, поддерживающий зарядку по воздуху, будет заряжаться. Вот такая вот реверсивная зарядка у них. Результаты тротлинг-теста выглядят ужасающе. 117 гипсов минимально, максимально 257 гипсов и в среднем 173 гипса на 20 головках при 15 минутах. В тротлинг-тесте 7% за 5 минут высаживается, если тапать по экрану. Во время тротлинг-теста проходит его в разы лучше, но опять же тапать это такое себе. С другой стороны, после этого реально понимаешь, что не всегда эти тесты и правда могут отражать реальную действительность, потому что по большому счету просто Kirin не обманешь, если его бесполезно гонять. Результаты
3D Mark вы видите на экране. Результаты Antutu для его цены не порадовали. 639 тысяч попугаев. Storage-тест показал 68 тысяч. Стресс-тест показал, что смарт пребывает в принципе в хорошем стрессе. В игры толком не поиграешь, из них выбрасывает, либо просто не заходит. Опять же, в те, во что я играю. Например, в Genshin Impact я не смог сыграть вообще, хотя у кого-то заходит и вылетает. У меня он тупо не запускается, поэтому проверил я его в Shadow Fight 3. За час ушло 24%, яркость не понижал. В целом играть очень комфортно. Играл я на высокой графике, при том, что это простейшая игра. Хоть результаты тестов и не очень радужные, но при этом аппарат стабилен, что, естественно, хорошо. Плюс я, конечно же, рубился в танке на максималках, и никаких просадок я не замечал. Фотографирует смарт нереально круто. Блока камер с тыльной части тут 2, а камер в целом 4 штуки. Основная на 60 мегапикселей, черно-белый модуль на 40 мегапикселей, ширик на 13 мегапикселей и телефото камера на 64 мегапикселя. Все спеки вы, в принципе, видите на экране. Поддерживает он 3,5-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой зум. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, к сожалению, 8К снимать он не может. Оптическая стабилизация работает супер, и плюс цифровая стабилизация в наличии. Разумеется, есть RAW формат для фото, фронталка с шириной 100 градусов на 13 мегапикселей и максимальное разрешение для съемки видео 4К 60 FPS. Вот кто думает о фронталках OnePlus, учитесь. Функция EUD, съемка на фронталку автоматом, когда вы на нее смотрите, не знаю, кому понадобится, но, возможно, кому-то понадобится. Примеры вы сейчас увидите на экране. 4К 60 FPS, Huawei P50 Pro, Елагин и съемка против солнца. То есть, как вы прекрасно понимаете, в эту сторону лично я смотреть не могу. До такой степени солнце яркое. Увеличение максимум X10. Разумеется, чертова туча пикселей. Разумеется, на все это можно смотреть только на экране смартфона. Если будете смотреть на экране не смартфона, а, допустим, монитора, все будет печально. По съемке проблем вообще никаких. Идеальный аппарат. Huawei P50 Pro специально у дороги снимаю, чтобы вы слышали, как микрофоны работают. И видели, как, когда смеркается потихонечку в Петербурге, меняется все-таки освещение, как он снимает. Но снимает он даже в этих условиях, по мне, неплохо. И даже X более-менее отрабатывает. Хотя отрабатывал он лучше, конечно, при лучшем освещении. Нет, уже шумы. Уже шумы с X10. Притом конкретные, это не смотрибельно совсем. И еще раз, основная камера 4К 60 FPS. Максимум на данный момент, и думаю, это в принципе максимум, вряд ли здесь появится 8К с данным процессором. Может быть, на Снэпе 3 восьмерках, когда они начнут продавать Huawei P50 Pro, у них она и появится. Сейчас точно нет. Максимум на 4К X получается 10. Проверим, насколько хорошо работает автофокус при 4К 60 FPS. Ну, по мне, достойно. Достойно, учитывая, еще раз повторяю, что не совсем идеальные условия. Объект такой сомнительный. Это не предмет, все-таки не очень любят растения телефоны и телефоны растения. 1080p 60 fps, и здесь максимум X тоже X10. Я снимаю сейчас 1080p 30 fps на ультра ширике. Дальше я могу переходить на просто ширик. Вот сейчас на ширик. После ширика я могу уходить на X1. Разумеется, вот сейчас у нас будет X1, основная камера. И все это происходит плавно, и потом на X10, X20 максимум. Вот так, с двух рук. Такие шумы. Ну да, это не смотрибельно потом. Но ради интереса X20, который подтормаживает, тоже интересно. 4К 60 FPS, основная камера, Huawei P50 Pro, и съемка даже очень ничего. Если вам будет интересно расширенный обзор на данный аппарат, то обязательно напишите в комментариях, потому что съемок, фото и всего остального у меня тьма. И я думаю, что большинство роликов теперь будет сниматься именно на этот телефон. Почему? Потому что он хорош. Это пример съемки на Huawei P50 Pro, ночная, Москва. И что бы я хотел сказать, обновление скачал, но пока на данный момент не обновил. И по мне, OptoStab здесь прямо работает даже ночью супер. Максимум X10, логично, что ночью. Ну, кстати, даже не такое и мыло. Основная камера Huawei P50 Pro, освещение сами видите какое, ночь, снова Мурино, это уже не Москва, и снимаю я с двух рук.
несмотря на то, что здесь есть у меня и электронная, и оптическая стабилизация. Но ощущение, мне кажется, такое, что несмотря, опять же, на то, что я не особо по ровной поверхности иду, камера снимает неплохо. Хотя на большом экране, наверное, будет лучше видно. Каким образом в вечернее время все это происходит, вы видите. Остановлюсь и сделаю X10. X10, разумеется, ночью полное мыло. Жаль, что нет 8К с одной стороны, с другой стороны я часто повторяю, что смысла в 8К нет, а это дело умудрилось снимать в течение 2 часов непрерывно в 4К 60 FPS. Файл был, кстати, 26 гигабайт. Проверим, как здесь будет работать автофокус на сложном листочке. В ночное время великолепно работает автофокус. Я не знаю, мне безумно нравится, как снимают Huawei смартфоны, притом начиная с 20-го P20 Pro. И отметить я еще хочу такую вещь, что помимо того, что они великолепно снимают, у них какой-то объем ощущается в видео. Я не знаю, согласны вы со мной или нет, можете написать в комментариях. И еще один пример съемки селфи-камеры на ультраширик. Как вы видите, никакого роллинг-шаттера, разумеется, у Huawei нет, но снимает телефон хорошо. Что на основную, что на фронталку, и то, что можно переходить с ультраширика на ширик и на обычную съемку, это шик, блеск, красота. Я, по-моему, это во фронталках практически никогда и не встречал. Так что плюс данного смарта, разумеется, это съемка. Единственный плюс, наверное, на стабильность работы. Несмотря на результаты тротлинг-тестов, смарт в обычном использовании просто топ. Ничего там не греется у него, не тротлит. Хотя, опять же, смотрите стрим. Мое мнение в течение 3 часов онлайн сильно изменилось. Против солнца, кстати. Неплохо снимает. Если развернуться, то вообще даже очень хорошо. Немного желтит по мне. Huawei P50 Pro, фронталка 4К 60 FPS, вокзал, утро 6:40. И вы сами слышите, насколько хорошо работают микрофоны, насколько много шумов они ловят, а шумов здесь эгегей вместе с сообщениями. И напоминаю, что да, улучшалка работает постоянно. Режим двойного вида, когда вы видите то, что происходит на основной камере и на фронталке, возможен только в режиме 1080p 30 fps. Я очень надеюсь, что это дело допилит, потому что, логики я вижу мало. Может быть, просто процессор не справляется с записью всей информации, может быть, это просто из разряда того, что вам это особо не нужно, поэтому мы делаем так. И даже в этом режиме работает ультраширик. Плюс работает увеличение, правда, только в X15, не в X20. На ультраширик можно менять управление микрофоном. Нормальная такая вещь, но не особо продумана в плане разрешения. На большом экране потом не посмотришь однозначно. На мониторе, на телефоне, да. Вот такая вот съемка на фронталку в метро при спуске. И хочу отметить, что когда был мастер-класс в Алиэкспрессе, да, я даже ходил в Алиэкспресс для мастер-класса разок. Как раз девушка-фотограф мирового уровня с 1 миллионом подписчиков в Инстаграме показывала, что она делала мастер-класс на Huawei P40 Pro, на которой я раньше снимал ролики. Снимает Huawei, правда, шикарно. Так что, если вы планируете заниматься блогингом хотя бы для себя, вот смотрите, даже в метро при ужасном освещении это дело умеет снимать. Напоминаю еще раз, что Huawei все равно оверпрайснутый, процессору 7 месяцев, и телефоны дороже 120 тысяч, у которых процессор стоит почти годовалой давности, без Google сервисов, это, конечно, вопрос. Фронтальная камера, великолепный телефон по возможностям съемки. Все остальное у меня возникает просто одно сплошное негодование. В какой-то Genshin не поиграть, потому что он вылетает, у кого-то не запускается, у меня вообще не запускается, допустим. Google сервисами одна сплошная проблема, потому что их просто нет. 4К 60 FPS и еще немного тестов при смене освещения. То есть я сейчас вышел из подъезда, захожу опять в подъезд. Снаружи, как вы заметили, ночь. Сейчас вы можете услышать, каким образом во время того, как я разговариваю с приличным эхо, записывают микрофоны у Huawei P50 Pro. Напоминаю, согласно рейтингу DxOMark,
Благополучно этот телефон находится на второй строчке по возможностям камеры для видео и на первой строчке по возможности фото. Я с этим делом не могу не согласиться, либо опровергнуть его, потому что Mi 11 Ultra, которая занимает первую строчку по возможностям видеокамеры, я не тестировал. И я вообще, в принципе, за Xiaomi такие деньги не готов отдавать скузе. Хотя Mi Mix 4 я и купил. Минусы. Тротлинг у процессора, нет Google сервисов, никаких фееричных результатов тестов, нет сервисов поддержки, половина прок вылетает, в комплекте нет зарядки. Будете покупать часы их же марки, платить ими тоже не сможете и сможете пользоваться, в моем случае, только одним оператором. Скоро на Huawei Watch 3 будет обзор. Те, кто планирует покупать, лучше его не смотрите лично у меня. Цена его в районе $1600 по ссылке в описании к видео. Плюсуйте к ней растаможку. Возможно, договоритесь как-то с продавцом, чтобы он вам как-то по-другому отправил, чтобы растаможку не платить. Вполне возможно, я допускаю, что будут очень приличные сейлы. На данный момент только так. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. Напоминаю, что завтра у нас начинается сейл на Алиэкспрессе по продаже Xiaomi 11T Pro, 11T, Mi Pad 5 и Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE. Я обязательно сделаю стрим с прожаркой одного из этих девайсов во время сейла. Вы увидите, стоят они этих денег или нет. Сам себе покупать собираюсь 11T Pro. Ну, помимо того, что iPhone 13 Pro Max собираюсь купить. И, разумеется, Mi Mix 4 уже у меня фактически на руках. Так что ждите прожарку на стримах. Резюмирую. Использовать его как звонилку и камеру однозначно можно. Съемка видео, как и фото, просто супер. Я такого не встречал. Тесты не проходят, но в повседневном использовании я не замечал каких-то проблемных ситуаций. При этом в часть игр он в принципе не заходит. Ситуация, скажем так, неравнозначная за его цену. На данный момент полностью резюмировать трудно. В ближайшее время будут сравнения с iPhone 13 Pro Max, Mi Mix 4, Huawei P40 Pro. И опять же, только если это видео наберет хотя бы там 3000 лайков, потому что я не знаю, насколько вам этот аппарат будет интересен. По секрету, аппарат своих денег не стоит совершенно, потому что без Google сервисов все эти попытки накатить дополнительную прошивку и извращения, ну, согласитесь, не стоит платить 120 тысяч рублей только за камеру и все, и отличный экран с процессором. Потому что оболочка конкретно моих задач реально не вывозит. Я в Genshin хочу без проблем играть. Хоть это и смешно звучит от 37-летнего блогера. Рекомендовать к покупке на данный момент аппарат не стану, сам его буду использовать, скорее всего, как основной телефон, но вторым телефоном у меня будет по-любому какой-то с Google сервисами, потому что мне без Google сервисов вообще никуда. Я реально склоняюсь к нет не из-за цены и качества, да, он красивый, а просто из-за того, что у него нет Google сервисов. Девайсу лично от меня нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.